Если ваши цветы стали медленнее расти, листья потеряли насыщенный цвет, а цветение уже не такое обильное, обратите внимание не только на удобрение, но и на кислотность воды и почвы. Особенно это важно, если вы постоянно поливаете растения жесткой водопроводной водой. Со временем почва может становиться более щелочной, и иногда некоторые питательные элементы присутствуют в грунте, но корням становится сложнее их усваивать. В этом случае я использую обычный 9% уксус. Уксус помогает немного подкислить поливную воду и корневую зону. Это может улучшить доступность для растений некоторых микроэлементов, в том числе железа. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют растения, предпочитающие слабокислую почву. Первый рецепт. На 10 литров воды берем 200 мл 9% уксуса. Хорошо размешиваем и поливаем цветы только под корень и обязательно по предварительно влажной почве. Но есть еще более интересный вариант. Здесь мы объединим уксус и обычную яичную скорлупу. Скорлупа богата кальцием, но в обычном виде он высвобождается очень медленно. Уксус вступает в реакцию с карбонатом кальция скорлупы и помогает перевести часть кальция в значительно более растворимую форму. Берем скорлупу примерно от 5 яиц, немного измельчаем ее и помещаем в стеклянную банку. Заливаем скорлупу 1 стаканом 9% уксуса. Сразу начнется реакция. Появятся пузырьки и легкое шипение. Банку не закрывайте герметично во время активной реакции. Оставляем смесь примерно на 1 сутки. После этого получившийся концентрат разводим в 10 литрах воды. Все хорошо перемешиваем и поливаем цветы под корень по влажной почве. Можно полить герань, фиалки и другие цветы. Таким образом мы одновременно немного корректируем кислотность раствора и получаем подкормку с более доступной формой кальция. Кальций особенно важен для образования новых клеток, молодых листьев, корней и общей прочности растительных тканей, что положительно влияет и на цветение. Главное не использовать такие кислые подкормки слишком часто и учитывать, какую почву предпочитает конкретное растение. Попробуйте эти два простых рецепта и напишите в комментариях, какие цветы вы выращиваете дома или в саду. Буду благодарен лайку и подписке.